Я первый раз была лет 10 тому назад. После какого перерыва? М? После какого перерыва? О, 45 лет меня не было. Я не просто так приехала. Дело в том, что там должна была выйти книжка «Крутой маршрут». И было ощущение, что я оттуда не уезжала. Вот что самое странное. Меня, конечно, потрясли люди, гостеприимные такие, любознательные. Гинзбург знают. Такая была встреча очень теплая, такая родная. КГБшник этот, который мне дал архивы очень быстро, в отличие от второго раза и от третьего. И я себе там в голове отметила, что надо еще приехать. Не знаю, почему. Вот после этой поездки последней не хочется. Ну, я выросла в семье очень многонациональной, что ли. Выросла, но не родилась в их семье. Я удочеренная. Гинзбург и Вальтером. Евгения Соломоновна Гинзбург, уроженка города Москвы. Родилась она в 1904 году. Вообще семья Гинзбургов была большая, и часть семьи погибла во время фашизма. А Евгения Соломоновна лет в 14 заболела коммунистическими идеями, как люди тех времен. Антон Яковлевич Вальтер, екатерининский немец Поволжья, безумной доброты, какой-то шизофренической доброты к людям. И он был очень веселым человеком, так он и остался веселым, анекдотчиком, любителем женщин. Он рассказал в компании анекдот, спел такую песенку. Ну и его... Это был 1934 год. Его только в 1957 году реабилитировали, а в 1959 он умер от истощения. У Гинзбург тоже была семья, Аксенов, по теперешнему мэр Казани. Один ребенок от Аксенова первого брака, второй ребенок от первого гинзбургского брака, и третьего они родили совместно Василий Аксенов, уже всем известный. Все было благополучно и так далее. Мама была очень успешная, умная, красивая, языкатая, острая. Ну, как говорится, дама во всех отношениях. Ну вот и наступил этот 1937 год. Начали арестовывать, расстреливать, и она попала в эту всю историю, где довольно интересно, подробно написано в «Крутом маршруте» в ее произведении. Вот в такой семье родилась, у которой уже не было ни семьи, ни будущего, уже отсидели они все, и там у них случилась, так сказать, любовь, которая на Колыме была, как последний вздох и выдох, как вообще все последнее. Еврейка полюбила немца, немец полюбил еврейку. И не предполагалась ни смерть Сталина, а если смерть Сталина, то какой-то другой будет в этом роде. Ну, в общем, полная, так сказать. И вот она меня встретила в детском доме, она играла, подрабатывала на пианино, я ей, видимо, приглянулась. И они меня удочерили. Об удочерении я узнала очень поздно. И как-то даже эта тема была табу после того, как мать мне об этом сообщила. Я до сих пор задумываюсь, зачем она это сделала. То ли надежда какая-то, что ребенка надо поднять на ноги. То ли я для нее была какая-то замена Алёши от первого брака у нее. Погиб этот Алёша в блокаду. Я не знаю, но могу только сказать, что уже побывав в 3-й раз в Магадане, я безмерно им благодарна и даже не знаю, как
до сих пор, уже я пожилой человек, как отблагодарить за то, что они меня вытащили из этого дерьма и дали мне жизнь, дали мне все. Я помню наш барак, кроватку, где я за такой ширмочкой жила. Меня брали на субботу, на воскресенье. Я помню только, что это было ощущение какой-то безопасности, еды всегда есть хотелось, и какого-то очень уюта. Притом, при всем, что моя мама была не приспособлена такой, она плохо готовила, не любила. Но было очень все чисто и уютно, и очень с разумом все в этой 4-метровой комнатке очень все с разумом было расставлено. Там была и кухонка такая, ну, кирогаз. А там вот и моя кроватка, и вот эти жердочки с книгами, и кровать, на которой иногда Антон там с мамой спали. Потом приехал Вася, какой-то диванчик притащили. Потом меня стали учить музыке, кто-то уезжал, пианино притащили. И все это в маленькое очень окошко, которое выходило на землю, а там собаки лежали, овчарки. С одной стороны нас охраняли овчарки. Рядом был барак пленных немцев, какие-то несчастные молодые ребята. Ну, мне тогда казалось. У них была гангрена, вообще какой-то запах жуткий. Отец туда втихаря ходил, их лечил. Некуда, видимо, меня деть было или что. Меня отец туда водил, они меня сажали на колени, плакали, гладили. А я такая беленькая была, видимо, что-то кого-то напоминала. Они мне санки делали, коньки деревянные, какие-то куклы деревянные, какие-то мне давали, сахар был дефицит. Вот это я помню, маленькая была. Это Магадан. Была вообще кухня, очень большая, печка. На этой печке стояла такой чан огромный с горячей водой. Туда снег заталкивали и топили. В основном уже зима была. Рядом гастроном был, тоже такой барачного типа. А там вокруг валялись много женщин пьяных. Спирт продавался. И икра красная. Икру покупали те, кто вот по найму приехали. У них деньги были. Денег у нас очень мало было. Очень много консервов, крабов в консервах. Но мы крабов ловили сами, там, в Нагаево. Отец любил рыба мороженая. Такая была ледянка и навага. Вот эта рыба, которую мы покупали, может быть, по деньгам просто покупали. Но мы собирали в лесу клюкву, то есть сначала бруснику. Ходили просто. Отец набирал целый мешок всяких трав, Вальтер. Я ему помогала. Голубика, потом морожка была, вот сейчас исчезла. Шишки. Отец натирал свежими шишками десна. Клюква у нас была такая бутыль, до сих пор ее помню, такая темно-зеленая, с узким горлом, огромная-огромная, литров, наверное, на 20. Заливали водой, потому что сахар был в дефиците. А была бутыль, в которой чуть-чуть заливался спирт. И вот по большим... Ну, папа праздновал Пасху, ну так, тихо-ша. И Рождество. Ну и мы праздновали Новый год, и советские праздники мы не праздновали как-то. Хотя город на демонстрации ходили. Не придешь на демонстрацию. Ну, там были такие, знаете, встречи, сходки, как живете, какие дети стали, кто чем болеет, у кого валенки свободные, у кого там эти, пальто свободные, там матроску у меня выросла девчонка за матроски была. Матроску я получила, вот это я помню. Какие-то вот такие в центре города у парка.
у кинотеатра «Горняк». В кино ходили часто. Ну, в кино еще ходили, потому что Антон каждый раз боялся ареста. Ну, не застали, мол, в следующий раз придут. Вот Вася приезжал, сыр первый раз привез. Вот это я помню. И сыра не ели. Не знали, что это такое. Я не знала. Мама снимала из воска налет, а я не знала, я этот налет ела. И я спросила, а с чего это сделано, вот эта шкурка сделана? А Вася, я почему-то это так помню, Вася сказал, из ногтей. И отвратительно захихикал. И как-то мне показалось, что он меня дико презирал. Что я такая хожу тут какая-то. Я же не знала, что я не своя. Вот. Ну, в принципе, он ко мне как к кошке относился. Вот как кошка есть в доме, вот какая-то девчонка. Наверное, там какие-то были разговоры с родителями. А Вальтер к нему относился до конца жизни как к сыну. Вот я, например, сейчас понимаю, почему Аксенов стал таким. Он приехал, я хочу немножко о нем говорить, потому что я часто о нем думаю. Не потому, что он мой брат, потому что у него биография такая феноменальная, личности, становление личности, будем так говорить. Он приехал 16-летним мальчишкой из Казани, уже зараженный музыкой, тряпками, одеждой и, так сказать, увлечением противоположного пола. Рос он в казанской семье, спал под столом на раскладушке и был совершенно неуправляемым. И его просто... У меня письма есть, переписка, слава богу, она попала мне в руки. Просто он бы плохо кончил. 14-15 лет – это страшно. То есть он закончил только 9 класс. И тут так все получилось, что мама отсидела 10 и могла, такой был перерывчик маленький, и могла, и ходатайствовала, чтобы его получить, но потом сын, который ее совершенно не помнил, которая для него была чужим человеком. Она была для него очень любопытная, интересная, замечательная тетка, но не мама. И он буквально влетел в совершенно другую ситуацию. И через пару месяцев мать арестовали, она оказалась в доме Васькова. Значит, она должна была отсидеть еще 10 лет. А тут Вася, тут уже я под боком хожу. Я помню, как мы ходили в дом Васькова, маме передачи и какие-то вещи. Я нашла эту бумажку, когда Вася забирал вещи после ее ареста. Туфли, кофточка, там опись его почерком. Таким вот еще. Еще не аксеновским. И для него это был шок, мы остались одни. С Вальтером она была тогда не расписана, и Вальтер каждое утро приносил из больницы булочку, какую-то пайку свою Аксенову. И для него это был шок, и непонятная была вообще дальнейшая история. И почему он стал врачом, он не хотел быть врачом. Все время нажималось на то, что жизнь нестабильна, что он может выжить как врач. А его тянуло в литературу. И вот с матерью они ночами говорили о литературе. Вот это ему было, вот это его как-то вот к ней привязывало. И я думаю, что вот эта атмосфера
помощи, шепота, безоглядной преданности. Вот этот фундамент, который в нем сложился, он был очень хорошим товарищем, другом. До исступления ненавидел ложь, что потом сказалось в подписании всяких писем по Чехословакии, по Солженицыну, по Сахарову, по всем тем вещам, которые были дальше, будучи благополучным, более-менее благополучным. Это рискованность его, которой он шел, да. Я думаю, что это было заложено в Магадане. Я думаю, и мое что-то такое, я генетически не их, но генетически колымское, вот это заложено. Я часто слышала, она колымчанка. И вот это выражение сразу дает какой-то вот этот объем, что это верный человек, испытавший очень многое, и на которого можно положиться, знающий физически, это очень важно, физиологически, этот край, он очень тяжелый для человека. И колоссальный багаж, приспособление. Как костер сделать, когда дождь льет несколько суток? Это все Колыма. Вот эта ситуация такая экстремальная, когда ты вдруг собираешься, что-то в тебе. Вот это колымчане. У меня иногда в Германии это не принято, там ко мне студенты приходят домой и вообще какие-то другие. Я первое, что спрашиваю, просто по привычке. Ты голодный? В Германии нет голодных. Моя мама такая была, можно сказать, росла в такой зажиточной семье с нянями, с поварихами, с мамой еврейской такой. Она оказалась очень крепкая. Там какая-то идет особая закалка, выносливость. Ну, борьба за жизнь. Но не через трупы, не через слабых людей, а вот сам по себе. Группу нашего сайта мы собираем довольно много материалов для этой выставки. Вот. Да, мы идем. Витамины. Грибы. Вот как грибы. Вкусно. Наконец-то мы пришли на место бывшей лагерной больницы Беричья. Она относилась к Северному горно-промышленному управлению. Это вот, центр находился в Ягодном, 7 километров отсюда. Здесь вот отбывали наказание, скажем так, лечились, а потом были оставлены для работы Евгения Соломоновна Гинзбург, Варлам Тихонович Шаламов, ну и другие известные нынче люди, литераторы и политики в том числе. Вот здесь, в частности, мало что сохранилось из строений. Вот здесь где-то, вот, скорее всего, вот эти возвышенности, это были здесь бараки, или корпуса больничные. Евгения Соломоновна
обижалась на эту власть или вот восприняла как? Ну, как обижаться? У нее отняли лучшие годы. Она попала в 30 лет и вышла старухой. 50 лет. Она себя не узнала в зеркале. Она часто вспоминала об этом? Но написала книгу, поэтому она была в этом материале, можно так сказать. Вспоминала, но не распространялась. Они вообще об этом не очень любили говорить. Даже вот в своем кругу среди бывших В своем заключенных? кругу, да. Они собирались 5 марта каждый год в Москве. Вот, и вместе, кто что мог, на стол. И, конечно, опомнишь. Многие дети вообще не знали, что. Ну, работает папа, работает мама. Я знала, потому что у нас была демократия, как говорится, в бараке. Приходили, советовались, я же все слышала, реабилитация, я все время говорила, реабилитация. Вот. Советовались там, кто-то уезжал, подушки отдавали. В общем, такое было, да. Так что все эти разговоры были при мне. Ну, закон был такой. Мама сказала, здесь обо всем, за дверью ничего. Ой, не могу сейчас сказать, какое у меня ощущение. Ну, счастье, что они выжили. Антон, Шаламов, Гинзбург – это счастье. И это меня как-то греет. И что Ягодное дало, то есть это место дало им немножко жить. Вот. Okay. Дело в том, что мать в Магадан попала с большим трудом очень поздно. Очень долго была в Ягодном, она долго была на Тоскане, она была в Бейличе. А в Магадан попасть, это все равно, что было попасть в Москву. О возвращении тогда не могло быть речи. Возвращение началось после смерти Сталина. Даже не совсем сразу. С 1955 года вся эта хлынула волна. Надежды не было на выпуск людей. А надежда была на то, чтобы детей увидеть, вызвать детей, да? Что не будет лагерей, не будет карцера, не будет... вот что этого не будет. Но потом отмечаться не нужно было, не нужно было в это Ягодное ехать. А надежды уехать из Магадана пока еще не было тогда. А потом, спустя года 4-5, я приехала вот в то время, в которое я сейчас приезжала. И тоже погода была хорошая. Тогда я к Ване в Ягодное уехала, Эльген. И как-то я это узрела все. Это был второй приезд. Он был менее таким теплым по НКВДшным делам. Опять все засекретили, что меня очень ввело в шок. Телевидение, которое мне говорило, не говорите лишнего. А последний приезд, он вообще какой-то такой был, такое впечатление, что я вернулась в прошлое, не надо ничего показывать, это надо забыть, надо жить, надо... Видите, какой Магадан встает на ноги, я что-то не увидела, чтобы он вставал на ноги. Ну, еда есть сколько хочешь, конечно, в отличие от первого раза, да и второго тоже. Люди стали получше как-то жить, но какая-то духовность, какая-то память, вот это самое главное, память. Вот это как-то выжимается из этого края. И весь Магадан, в отличие от прежних моих приездов, он какой-то полицейский. Там столько прибавилось вот этой и пропаганды, и этих работников. Я была в УВД. Эти девочки в погонах, которые ничего не знают, которые все говорят, мы спросим у начальства, мы спросим у начальства. Там мне просто документ один не давали, сказали третье лицо.
по Аксенову. Ну и мне пришлось, так сказать, развернуть. Я говорю, какое у меня третье лицо? Это мой брат. Ну вот это. Вань, а тут больше было бараков. Тут 4 барака было, вот здесь вот они. Один там он остался, а там вот где вот это вот тут круглое, Ага. это там Лика Тимофеевич в прошлом раз нам рассказывал, ну, и раньше Да. там был клуб. Там был Вот клуб? на том месте примерно там, где, да, клуб был. 4 барака, ну и тут производственные какие-то были эти. Еще клуб был. Ну да, а как же. Там тебя буду допрашивать. Я человек серьезный сейчас. Ладно, поверим на слово. Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht. Мы приезжали 6 лет назад 6 лет назад приезжала, тут еще как-то... Ну, сейчас посмотрим. Тут еще был такой барак, в котором, возможно, была Гинзбург. Во всяком случае, Павочка Мясникова говорила, что это барак, в котором они жили. Нары там были, жуть. Ну, тоже все это такое было. Но, во всяком случае, следы какого-то жилья были. А это вот такие штуки, в них, по-моему, в бараках стояли, там жгли деревья, доски, какое-то тепло давало. Такие какие-то вот, типа этого, наверное. Кошмар. И почему вы негатив снимаете? Я говорю, мы историю снимаем. Мы хотим хоть какие-то остатки. А что приняли за негатив? Ну, что мы снимали бараки, брошенные шахты. Это же страшно, эти шахты. Это просто какой-то сталкер. Вот. Мало этого, сейчас такая волна идет нехорошая к иностранцам. Когда видели этого немца-документальщика, ну просто какой-то шпион. Здесь расстреливали, ну не именно здесь, но в этом распадке, это ручей Снайпер называется, расстреливали в 1937-1938 году заключенных. Не только политических, а всех заключенных, кого считали врагами, ненужными, что ли. Ну, вот кратко. Okay. Einen Satz nach dem Zweiten Weltkrieg und der lautet, wir sind schuld, weil wir leben. Мы виновны, то, что, сложно привести, То, что потому мы что любим. мы живем. Внук Берия, да, а внук Сталина, да, они пишут о них, наверное, для детей они были хорошие, но для своих детей. Но они о них пишут, что они просто святые все были. Я встречалась с внуком Сталина. Ja, ja, natürlich, klar. Он мне говорит,
мы этого типа не знали, там та-та-та, да, для нас этот дедушка был. Потом, Да. правда, скрылось, но уже мы написали. Er ist der Sohn des ehemaligen Generalgouverneurs von Krakau. В Кракове, в Кракове значит, сын губернатор. генерала в Кракове, который убил сотни тысяч людей. Ein hoher Nazi, mit Hitler persönlich befreundet. Личный друг Гитлера, то есть друг Гитлера и ну, в общем, нацист Und, самый... und dieser Sohn, Ярый нацист. dieser Sohn hat 2 Bücher geschrieben, die sind so brutal. Er rechnet mit seinen Eltern ab. Er stellt sie an den Pranger. Er beschreibt, was er als Kind in der Familie erlebt hat. Das ist unglaublich И вот brutal. он написал 2 книги, вот сын вот этого генерала. И в этих книгах он вот действительно сводит счеты со своими родителями, он описывает его детство вот до последних Всё мельчайших поведение. подробностей. Откуда такое поведение у них пошло, да? Почему они такие стали? Er fragte auch, warum die so geworden sind. Er stellte diese Frage in diesen Büchern. Versuchte herauszufinden, warum. Nein, er versucht nur zu beschreiben, was er gelebt hat und welchen Hass er entwickelt hat gegenüber seinem Vater und seiner Mutter. Нет, он только описывает свое детство и описывает, какую огромную ненависть он развил в себе против родителей. Ну, дурак, бля. Ну, разве это нормально, да? Отца своего, там, деда, там, хаять. Да, он был, ну, лучше молчи и все. Ну, не надо этого делать, не надо Вот, этого делать, несколько понимаешь? позиций есть. Вот у вас такая позиция. Я сейчас переведу эту. Значит, Biologismus Вчера war ein ночью Merkmal ругались. der Nazi-Politik. Вот он, вот ему Das кажется, ist что ganz, ваша ich sage das позиция... ganz hart jetzt. Ja? Вот он сейчас так жестко скажет, что ваша позиция, она основана только на биологических каких-то мотивах. Да, А- да. На инстинктах, И можно только, сказать. вот именно вот так рассуждали и нацисты, чисто по вот этим расовым, биологическим мотивам. И вот он Deutschland, хочет- Deutschland и он умирали. хочет так Да. жестко это сейчас Заршлек. сказать. Пусть говорят, но я не должен своего родителя унижать. Я считаю так. лично. Verpflichtet, Да. über seinen Vater öffentlich. Er ist nicht verpflichtet. Aber wenn er es macht, hat er alles Recht dazu. Нет, вы не должны, но если вы это сделаете, то вам, то есть это у вас Ну. есть это полное право написать о вашем отце и рассказать публично. Я не знаю, будете ли вы это писать. У нас все лгут. И по любому поводу. Поэтому люди в растерянности, они не знают, что правда, а что неправда. До сегодняшнего дня, включая события последних месяцев даже. Просто говорить правду, что случилось с Курском, что было с Чечней. Я говорю уже, так сказать, последнее. Что происходит на Украине? Ведь у людей в голове сумбур. И, виновен, покайся. Если прав, сделай так, чтобы дошло до людей, что должно быть именно так. И было именно так. А когда тебе все время навешивают лапшу на уши, и это уже длится не одно десятилетие, мне кажется, вот в этом все. Дело в том, что Антон Вальтер работал на рудниках. Но мне просто было интересно, вот что это такое. На холмах этих, на сопках, один рудник, чуть выше другой рудник, и третий рудник там был, на котором мы были. И они все соединяются друг с другом. Такие соты внутри. Вот эта заброшенность, вот эти горы этого всего, и ты знаешь, что там работали люди, и жили там люди. И жили. И
и добывали золото в больших количествах. А поразило то, что ты, в общем, вроде уже в Европе пожил, в Америке пожил, в Москве был, учился, в цивильных городах. А там ты на другой планете. То ли начало конца света, то ли конец вообще света. Вы слышали, конечно, и в Монтана парижские бульвары гимн любви, а я влюблен в бульвары Магадана и, может быть, сильней, чем он свои. В далекую окраину России, в медвежий край, где царствует тайга, где жег мороз, снегами заносила и насмерть леденила нас пурга. Но город новый на краю России вставал и рос наперекор всему, и вот стоит он светлый и красивый, и в память строивших я кланяюсь ему, и пусть Монтан парижские бульвары поет. Ну что ж, а я свои пою. Да, я влюблен в бульвары Магадана, в моем далеком золотом краю. Если я когда-нибудь увижу Булонский лес, Монмартр и Нотр-Дам, большой привет рабочему Парижу я от бульваров наших передам. Большой привет рабочему Парижу я до бульваров магаданских передам.